All right, hello everyone. I'd like to welcome you all to this interview with GMP Global Metrology Project. I'd like to welcome everyone to this interview. And without further ado, let's go ahead and get started. So first of all, I want to get started by asking you guys, how'd you get started and how'd you get involved in this project? And what previous background do you guys have in the metrology space and the industry in general? Да, товарищ нас спрашивает, не первый это вопрос, да, это вопрос о том, как мы начали и как мы попали вообще в этот бизнес. И что было из прошлого у вас связано с металлургией, как таковой. Я отвечу. В 2013 году у нас есть и существовал строительный бизнес, связанный в сфере услуг для населения и для предприятий. И вот для нужд этого бизнеса нам необходимо организовать метрологическую лабораторию. На тот момент это казалось чем-то простым, легким и каким-то маленьким. И с тех пор тогда мы начали искать специалистов в этой сфере и повстречали Алексея Новикова, ученого-метролога, популяризатора науки метрологии. Именно Алексей в тот момент открыл для нас всю вот эту широкую область, для меня, что связано было с метрологией, ее применение, ее значение, ее важность в этой жизни. И полностью перевернул мой взгляд на этот вопрос и на науку в целом. И что сначала для меня казалось, что это просто какая-то лаборатория для строительного бизнеса, стало в первую очередь уже сейчас, на данный момент, делом вот моей жизни. Действительно, мы с Сергеем Николаевичем, вот с моим партнером, бизнесменом, мы порядка 9 лет знакомы, и из них 8 лет мы ведем какие-то бизнес-направления вместе. И мы бизнес, вот, о котором он говорил сейчас, строительный, начали порядка 6 примерно лет назад, и 3 года занимались этим направлением без метрологической структуры, метрологического подразделения в своем вот этом строительном направлении в предприятии. И в какой-то момент времени мы поняли, что это нам даст какой-то сильный качественный скачок от создания такого центра на базе своего строительного бизнеса. И нам посчастливилось во многом встретиться вот с нашим главным метрологом на данный момент времени, Алексеем Владимировичем Новиковым. И теперь уже у нас строительный бизнес, и это хорошее направление, он остается, он приносит какой-то дополнительный доход, но при этом метрологическое направление нам кажется гораздо более эффективным, гораздо более интересным. А что такое метрология? Картинка, да, или хорошо? Хорошо. I think we're done. Okay. So next I wanted to go into what metrology actually is. You know, the average person doesn't really know. Can you guys explain what metrology is to you guys and how the average consumer or investor should see metrology as? That's our favorite question, you know. Answering for each hour, each 15 minutes. Okay. Самый наш любимый первый вопрос про метрологию, что же это такое и где с ней встречаются обычные потребители в жизни. Я готов. Метрология – это в первую очередь наука об измерениях и всем тем, что это связывает. И мы в повседневной жизни на каждом шагу встречаем такие величины, как вес, длина, объем, время и другие. Но метрология – это не только точность градусника или показания счетчика воды.
это в первую очередь технологии завтрашнего дня. И такие технологии, как, например, вот, гравитационные системы. Гравитационные системы, основанные на гравитационных волнах. Они служат для определения местоположения в любых условиях. Это в туннелях, под землей, под водой, в любых условиях беспрепятственно. А это обеспечит в будущем переход к беспилотному транспорту. Это также не только автомобили на земле, которые будут ездить беспилотно, это и на воде, и в воздухе, везде будет. Вот это одно лишь применение метрологии в будущем. А в повседневной жизни мы каждый день ходим в магазин, там встречаем весы. Эти весы нужно с регулярной периодичностью делать калибровку. Или, например, мы заправляем автомобиль. Сколько заправили бензина в бак, это тоже связано с метрологией. Ну, все, что нас окружает, так или иначе проходило через метрологию, через испытания, стандартизацию и так далее. Любая вещь. Вот наш с вами компьютер, через который мы общаемся, он тоже много раз испытывался. Мебель, на которой мы сидим, все, что мы видим, все сделано руками, все сделано за счет каких-то приборов, за счет каких-то инструментов, и которые подлежат настройке, калибровке, испытаниям и тому подобное. Вот она повсюду, она очень многогранна, она встречается везде, это метрология. В принципе, все. Yeah. I think next question is down too. Okie dokie. So, I wanted to ask you guys specifically, so let's say a chemist comes to you guys and needs your services, and another example, let's say the military complex. I know it's a pretty broad one, but what sort of things will these people be coming to you guys for, in your centers for? Окей, это вопросик, наверное, четвертый, это то, что мы упоминаем там и военный комплекс, и химиков и так далее, то есть чем мы можем быть для них полезны? Ну, начнем с того, что... Да, ну, пожалуйста, не плачь, я тебе дополню. Да. Что касается планов на будущее. Сейчас в основном наш метрологический центр занимается поверкой, а именно калибровкой приборов учета и средств измерений. Но это примерно 80% нашей деятельности. Но мы же только в самом начале пути. И что касается военного комплекса, что химической промышленности, то мы непрерывно ведем работу в этом направлении, чтобы мы могли как можно больше расширить спектр услуг и взаимодействовать с крупными корпорациями, такими как и «Газпром», нефтехимическая промышленность, военная промышленность и так далее. Мы в этом направлении идем. И это вопрос ближайших перспектив. Какие услуги мы можем оказать? К примеру. В военной тематике мы можем производить определенное количество испытаний. То есть в военной отрасли производится огромное количество разнообразных военных испытаний. Мы можем, допустим, и поверок, и калибровок. Мы частичную часть работы можем взять на себя. То есть, допустим, для производства той же самой военной промышленности используются все те же точные приборы эталонные. У нас в какой-то момент времени это могут быть эталоны более высокого порядка. Нам совершенно спокойно многие организации, в том числе и из ОПК, будут обращаться за оказанием вот этих метрологических услуг. И, например, для химиков, для медицины мы также, поскольку у нас эталоны довольно высокого порядка, мы смогли бы проверять какие-то манометры, термометры, какие-то специальные датчики электронные, и не только.
И все это, все то, чем мы занимаемся, оно нужно как вот в военно-промышленном комплексе, то есть как в военной тематике, так и просто в обыкновенной жизни для производства каких-то машин, механизмов, которые требуются для обычных людей. То есть это направление метрология и метрологическое обеспечение предприятий и организаций – это очень всеобъемлющее направление, и у нас есть колоссальное преимущество в сравнении, есть ряд колоссальных преимуществ в сравнении, допустим, с другими подобными центрами, которых мы еще оставим. Yeah, we're done. And the next question is? Yeah, so now that we've gone over metrology and some of the services that a few occupations may require, we're going to be asking you guys about competition in this space and how is the competition looking in this industry, both in Russia and in European countries and Asian countries where you guys plan on going out to and setting up your innovative centers there. And what makes you guys stand out versus your competition? So talk a little bit about your competition and the ecosystem and what makes you guys stand out. I got it, thank you. Вопрос про конкуренцию. Как мы можем описать конкуренцию на нашем рынке, на рынке стран, в которые мы собираемся выходить, и что делает нас выделяющимися на этом рынке? Что касается конкуренции, вопрос конкуренции на данный момент, он не так актуален для нас. И это в первую очередь обусловлено следующими факторами, что совсем недавно, с 2009 года, на законодательном уровне принятием 102 федерального закона было разрешено коммерческим организациям, таким как мы, работать в сфере метрологии. До этого прерогатива была только государственных структур, государственным метрологическим центром. И за эти 8 лет рынок еще не успел сформироваться. Поэтому на данный момент спрос превышает предложение. И вопрос конкуренции как по себе не стоит. И что еще? Государство не то, что государство способствует таким организациям, как мы, оно идет навстречу, чтобы такие организации существовали и развивались как можно больше. Но, к сожалению, отсутствие какой-либо информации и некоторые барьеры для входа на этот рынок делают так, что рынок этот еще не сформирован. И таких организаций, метрологических центров, очень мало. Повторюсь, что спрос гораздо больше предложений. И еще один фактор, обусловленный отсутствием конкуренции, то, что рынок, метрологический рынок растет год от года на 10%. То есть работы в данном случае очень и очень много. У нас действительно довольно большое количество, даже уже сейчас, мы вот этим проектом занимаемся фактически 3 года, и сейчас в нашем регионе у нас есть довольно большое количество клиентов, потребителей наших метрологических услуг, то есть клиентов нашего центра. И мы, когда проводили пилотный проект, мы выходили и в другие регионы, и там обстановка такова, что тоже потребность в наших услугах довольно колоссальная. И действительно, предприятий все больше и больше с каждым днем становится. Сейчас каждый день все меняется, каждый день идет какое-то развитие, причем чем дальше, тем все более быстрыми темпами. И такие организации, вот, допустим, как наши метрологические центры, они, конечно, будут в будущем только еще больше востребованы. А что касается, хочу дополнить, что касается конкуренции за рубежом, то есть в других странах.
Да, мы планируем расширяться, мы будем представлены в 70 странах мира, но что касается конкуренции, в данном случае нам очень повезло. Почему? Потому что мы стартуем из России. Как уже выяснили, что с рынка с малой развитой конкуренцией. Это позволит нам выиграть время, подготовиться, окрепнуть, стать крупной компанией. Примерно 86, половина центров GMP будут открыты именно в России. Мы подготовлены, уже будем дальше проводить экспансию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже с большим потенциалом, подготовлены, меньше, поэтому конкуренция в данном случае нам будет не страшна. И у нас еще есть ряд преимуществ, таких связанных, что у нас есть низкая себестоимость наших услуг, очень низкая. За счет того, что мы можем использовать эталоны российского производства. Да, при этом на международном уровне эти эталоны также ценятся и котируются, и у нас есть некоторые эталоны, которых нет даже за рубежом, которые зарубежным многим организациям очень хотелось от наших ученых заполучить каким-то образом. У нас есть ряд конкурентоспособных преимуществ, и, конечно, мы здесь в дальнейшем еще будем говорить про некие научные кластеры. У нас в России государство в последние годы в развитии подобной инфраструктуры и немножко вперед забегает, но при плотном тесном сотрудничестве с нашими государственными научными центрами мы еще быстрее, создав свои научные кластеры, мы еще быстрее сможем реализовать то, что планируем в ближайшем будущем. А то, что наши же сертификаты, они действуют в 39 странах. То есть это на данный момент времени, да. Действительно, об этом стоит упомянуть. О том, что буквально не далее, чем полгода назад, это в июле, 26 числа, по-моему, 26 июля 2017 года, в этом году Росаккредитация вступила в сотрудничество с международной организацией, что позволяет российским лабораториям, аккредитованным российским лабораториям, таким как мы, быть признаны в 39 странах, то есть членах этой организации. Это как минимум. Дальше это для Росаккредитации это промежуточный этап. Дальше она будет заключать дальнейшее сотрудничество. И, в принципе, ограничений уже как таковых нет. То есть, простыми словами, нам уже ничто не мешает работать за рубежом. То есть результаты нашей работы будут легитимны в этих 39 странах. Это не включая страны СНГ, помимо стран СНГ и, соответственно, России. Все. Yeah, we've done. Okay. Thank you for your answer. Now we're going to be moving on to the technology clusters, your innovative clusters. Can you tell us a little bit about what the clusters are and how you plan on funding these projects? Is it going to be like scientists applying to you guys, or will you be reaching out to them? And how do you decide how much money is spent on each project? Yeah, go ahead. So, about the clusters, yeah? Ну, вопрос про кластеры. Текст. Ничего. Да. Ну, поподробнее сказать, что же такое, черт возьми, кластер. И про деньги я еще спросил, то, что как мы собираемся их финансировать. Да, я хочу. Окей. Не надо. Конечно, выступать. Хорошо. Так. Окей. Что такое кластеры?
Кластеры – это объединение предприятий и сплоченных, работающих в одном направлении на реализацию какой-либо идеи. В основном это на реализацию инновационной идеи. Вот. Это что касается кластеров. Над какими проектами будут работать кластеры? Это, конечно, обусловлено актуальным спросом на данный момент. И как мы их будем выбирать, да? Это такой же вопрос. Да, про проекты, наверное, ну, да, мы же про проекты говорим, да, про кластеры, и они будут работать следующим образом. Да, и как финансироваться, да? Да. И, окей, кластеры, вот, проекты, все проекты, над которыми будет работать кластер, будут финансироваться на 80% за счет средств, наших средств компаний, и на 20% это средствами сторонних инвесторов. Откуда будут браться эти средства? Это довольно-таки внушительные суммы. Вот для этого и мы создаем сеть метрологических центров за счет операционной деятельности, которая будет давать определенный большой финансовый поток. Этот финансовый поток и будет перенаправляться в кластеры, а кластеры уже за счет контрольных групп или других специальных фильтров будут фильтровать эти проекты и спонсировать. Да, то есть фактически, я вот тоже дополню, резюмирую, может быть, немножко. Фактически у нас проект разбит на две составляющие. Первая составляющая – это создание ряда метрологических лабораторий, то, о чем мы говорим, и будет порядка 200 штук, 200 штук будет создано в Европе, из них 86 в Российской Федерации. И они будут иметь огромный, достаточно большой финансовый поток. На базе вот этой материально-технической базы мы сформируем и откроем 4 кластера, которые были открыты в Российской Федерации, на территории Республики Казахстан, на территории Китая, да, или Азии, фактически, и Германии, Европы или Евросоюза. Другими словами, те деньги, которые у нас будут поступать от нашего основного и первого вида деятельности, от метрологии, мы будем перенаправлять на развитие новых, на открытие новых проектов, на исследование, на привлечение ученых, на создание каких-то новых инновационных, уникальных идей и перспективных разработок. И вот этот симбиоз первой части и второй – это две неотъемлемые части как раз Global Metrology Project. Да, все верно. Yep, the next one is done. Okay, wonderful. So now we're going to talk about your tokens. One question that we wanted to ask was we were wondering whether or not the unsold tokens would be burned afterwards, and how do you guys plan on raising the full $450 million, and what happens if you raise $200 million? And just a reminder, on this meeting we have a little less than 10 minutes, so we're going to be going and wrapping up. Окей. Здесь сразу два вопросика. Это что сгорят ли непроданные токены, и что если бы не достигнем 450 миллионов, если не соберем, а, например, 200? Что произойдет? Ну, сначала про токены, потом про деньги. Про токены мы действительно выпустим 500 миллионов токенов, из которых 400 миллионов токенов будут распределены среди наших инвесторов. И в течение довольно длительного периода времени, то есть это фактически 3 раунда ICO и плюс 1 раунд пред-ICO, который идет прямо сейчас. Вот сейчас было выпущено 30 миллионов наших токенов, и из этих токенов, 400 миллионов, которые будут распределены среди инвесторов, все нераспроданные токены в целях повышения стоимости токенов в будущем, когда он уже будет свободно торговаться на бирже, и после проведения всех раундов ICO они будут сожжены, то есть они будут действительно уничтожены. Тем самым стоимость нашего токена, она фактически очень существенно может за счет этого повыситься.
Каким образом вообще ценность токена? Сейчас есть смысл рассказать? Нет, попозже, да, попозже лучше, если... Тогда, да, мы изначально просчитывали, когда у нас один метрологический центр, и цифры эти, и расчеты наши приведены в нашем блоге, вот, который может попасть с нашего сайта, gmp.m. Можно посмотреть, у нас один центр такой стоит 130 ориентировочно миллионов рублей или порядка 2 миллионов долларов. Таких центров мы планировали открыть 200 штук, поэтому достаточно простая арифметика. Мы перемножали, соответственно, количество центров на количество стоимости, которая требуется для открытия каждого из этих центров. Подробный просчет по затратам это можно действительно посмотреть отдельно. Что будет, если мы не соберем всей суммы 450 миллионов долларов? У нас есть несколько вариантов развития, в зависимости от того, какое количество денег мы действительно в итоге соберем. То, что будут токены наши востребованы, об этом мы еще поговорим. Это априори будет, мы все для этого сделаем. Вот. А по поводу... Потому что хочу напомнить, что мы уже действующий проект, мы не первый год, и мы в любом случае, даже если не насоберем какую-то планируемую изначально максимальную или, допустим, даже какую-то среднюю цифру, допустим, 200 миллионов долларов, мы не сможем насобирать по каким-то причинам за проведение нашего ICO. Вне зависимости от этого мы будем развиваться, мы будем идти в том направлении, которое мы развивали, и без каких-то дополнительных инвестиций. Кстати, хочу подчеркнуть, что в нашем проекте на данный момент средства, привлеченные только от нас, как двух партнеров, от Сергея Николаевича и от меня непосредственно. У нас нет каких-то заемных кредитов, у нас нет каких-то обязательств перед какими-то сторонними инвесторами, у нас нет каких-то долгов, у нас все чисто, все в собственности, и, собственно, развиваемся мы, и тенденции к развитию у нас уже давно видна, и мы развиваемся совершенно самостоятельно. Про то, что, может быть, есть смысл здесь заикнуться о минимальном сборе средств. У нас минимальная, так называемый soft cap, как принято это говорить, да, в кругах ICO, у нас эта цифра изначально была равна 1 центру GMP, потому что, то есть порядка 2 миллионов долларов. Это тот минимальный, тот минимальный перечень, порог, от которого есть смысл отталкиваться и идти дальше. У нас, как показывает практика, довольно высокорентабельный бизнес. И с тех привлеченных средств от нашей обычной бизнес-деятельности, фактически, мы способны развиваться самостоятельно и открывать какое-то количество центров регулярно и развивать свою сеть год от года. Поэтому здесь у нас не зря карта дорожная на нашем сайте прописана на 15 лет вперед. Она реализуема в эти сроки, и мы, если отталкиваться от тех цифр, от максимальных или каких-то средних планов, допустим, 200 или 400 миллионов долларов, то эта цифра в годах даже немножко завышена относительно той реальности, которая у нас существует на данное время. То есть нам будет даже быстрее немножко, мы сможем развить свою эту сеть гораздо, возможно, даже быстрее, чем там указано. Но мы брали такую усредненную планку 15 лет, то есть при каких-то средних или даже, может быть, чуть ниже средних результатах, которые будут видны по окончании ICO. То есть, резюме. Развиваться мы в любом случае будем, проект мы уже реально готовый, и вопрос только, насколько быстро. Это будет зависеть от тех средств, которые нам... От суммы сборов. От суммы сборов, да. От суммы сборов. Нет, я думаю, что если два вопроса примерно объединили, если не получится собрать деньги, достаточно количество не будем возвращать, что Софткап, так называемый, да, если мы не сможем его собирать. Я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу чуть погодя. Все-таки у нас есть еще время на то, чтобы провести масштабную рекламную кампанию, маркетинговую кампанию. Я думаю, что этот минимальный перечень, минимальный уровень мы соберем. Вокруг нас постепенно, от дня ко дню, собирается какая-то определенная уже хорошая команда. Мы всего-то месяц на этом рынке, но уже вокруг нас формируется некое свое, пусть пока не очень большое, но тем не менее сообщество.
Я думаю, что мы все усилия приложим. У нас есть уже определенный дальнейший план, как действовать дальше. Я думаю, что эту минимальную сумму соберем. Если вдруг по каким-то причинам это делать не сможем, то, поверьте мне, у нас найдется хорошее решение для наших инвесторов, а все останутся довольны. All right, so now that we've covered what metrology is, you guys have talked about your clusters and competition and all that sort of stuff. To end it, do you guys have any final remarks or anything you guys would like to say to potential investors and current investors? Stage is all yours. Go right ahead. You mean our potential investors or investors we're having at the moment? Yep, whoever, whatever messages you'd like to share to end it off. Some words for our investors from us. Yep, correct. Так, это концовочка, я так понимаю, поэтому нужно сказать нашим инвесторам потенциальным что-нибудь тепленькое напоследок и убедить их последний раз. Убедить последний раз. Во-первых, это у нас уже действующий бизнес. Мы вложили много сил и средств в этот проект, что доказывает всю серьезность наших намерений. Поэтому инвесторы могут быть спокойны. Наше сотрудничество будет взаимовыгодно. Сегодня инвесторы помогают нам, а завтра мы им оплачиваем сполна дивидендами и большим туземом ростом токенов. В принципе, все. Да, совершенно согласен с этим утверждением. Я тоже душой радею этим проектом. Мне очень хочется сделать что-то большое, великое, интересное в этом мире. И тот проект, который мы сейчас создаем, я думаю, у него есть абсолютно все предпосылки. Мы его будем развивать вне зависимости от ситуации. И при этом те, кто будут с нами, мы сделаем все для того, чтобы они тоже были довольны нашим результатом. Спасибо. Ну, еще можно забавную вещь добавить о том, что мы думаем, что самые большие сложности будут с какими-то техническими моментами, с аспектами и так далее. А оказывается, самое сложное — это людям объяснить, что такое метрология, и люди еще как-то двояко воспринимают проекты из реального сектора. Все хотят идти и так далее. Ну, проект будет с этим. Да, действительно можно добавить, что мы... Могу рассказать? Расскажи, Сергей Николаевич, немножко, да, новинка. Да, что тут не было такого вопроса, как наш проект будет взаимосвязан с блокчейном. Напрямую, тут будет большой синтез науки, бизнеса и блокчейна. Например, на базе блокчейна будет создан определенный софт, который будет объединять метрологические центры наши и какие-либо другие, заказчиков, посредников и всю необходимую базу информации для этого. Наши метрологические центры, наши кластеры будут искать все новое и новое применение технологии блокчейн. Они будут пользоваться блокчейн и будут искать новые варианты решения инновационных идей за счет блокчейна. В принципе, все. Well, I think final words are said at the moment. All right. Perfect. I'd like to thank you guys for your time, and I wish you best of luck for your project. And it seems like a very promising project. Metrology is something that the world needs, and I hope you guys deliver in full fashion. Mm-hmm. And thank you for your attention to our project. It's very pleasant to hear, and at the moment to hear, not just read kind words from guys from the other side of the planet, somewhere in Ohio. Yes, sir. That means that our Earth is a kind of sphere, and we're gonna measure it.
Thank you very much for your guys' time. Thank you. Take care. Good luck. Thank Good you. luck. Good luck to you guys.